Привет, друзья! Сегодня Германия и Европа обсуждают сразу несколько тем, которые могут повлиять на будущее. Евросоюз тратит рекордные суммы на оборону, но эксперты уверяют, что этого все равно недостаточно. Канцлер Фридрих Мерц заговорил о возможной военной службе для женщин, и в Берлине сразу разгорелся спор. В то же время расходы на чиновников продолжают расти, тогда как заводы закрываются и сотни людей остаются без работы. К этому добавились новые разногласия по миграции, смена руководства компании Nestlé, рекорд по частичной занятости и заметные вызовы в энергетике. Все эти события складываются в одну картину, что ждет Германию и Европу дальше. Досмотрите выпуск до конца и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самые важные новости за последние часы. Итак, в прошлом году страны Европейского Союза потратили на оборону рекордную сумму около 343 миллиардов евро. Это на целых 19% больше, чем в 2023. На 2025 год эксперты ожидают еще большего роста, до 381 миллиарда евро. Из этой суммы примерно 130 миллиардов будут направлены на новые вооружения и оборудование. Евросоюз уже запустил специальный фонд на сумму 150 миллиардов евро, чтобы поддержать такие расходы. Он предоставляет странам более выгодные кредиты для закупки вооружений и усиления обороны. Даже несмотря на внушительные цифры, аналитики считают, что пока этого недостаточно для достижения целей НАТО. По их расчетам, Евросоюзу потребуется тратить свыше 630 миллиардов евро в год для обеспечения должного уровня безопасности. Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что эти расходы – необходимые меры по защите граждан Европы и что остановки не будет. А дальше новость, которая вызывает широкое обсуждение. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что рассмотрит возможность возвращения военной службы, внимание, для женщин. Однако это далеко не ближайший шаг. Сначала планируется восстановить армию на добровольной основе. Только если это не удастся, придется вернуться к обязательной службе, и обсуждение, включая женщин, в нее станет возможным лишь на 3-м или 4-м этапе. Сейчас история выглядит так. Служба в армии должна сначала стать добровольной и привлекательной. Государство поставило задачу набрать к 2030 году порядка 100 тысяч новых контрактников. Для этого применяется новый закон о службе, только если добровольный набор не даст результата, могут вернуться к рассмотрению обязательной службы. По Конституции Германии обязательная служба предусмотрена только для мужчин. Чтобы включить в нее женщин, потребуется изменить основной закон. Это возможно, но требует значительной политической и общественной поддержки. Мнения в политической среде разделились. Например, руководство социал-демократической партии СДПГ говорит, что если серьезно относиться к равенству, то обсудить такие шаги действительно стоит. Но изменение Конституции – это громоздкий процесс, и пока никакой перспективы нет. Сторонники и критики продолжают дискуссию. А теперь новость в Германии, которая показывает значительные расходы на муниципальных служащих. Каждый день муниципальные и региональные власти Германии тратят на оплату сотрудников примерно, внимание, каждый день 835 миллионов евро. Эта сумма выходит из ежедневных расходов, и в масштабах страны это невероятно много. При этом число муниципальных служащих с 2013 по 2023 год выросло на 24%, а сотрудников на уровне земель почти на 12%. Это означает, что государственный аппарат не только дорог, но и активно продолжает расширяться. В то же время официальные органы бизнеса и правительства отмечают, что предприниматели как раз сокращают свои кадры. В июне, например, число рабочих мест в частном секторе сократилось на 146 тысяч, в то время как государственные ведомства создали 45 тысяч новых должностей. Институт экономики Германии провел расчеты и пришел к выводу, если регионы работали бы так же эффективно, как самые экономные, можно было бы сократить до 60 тысяч рабочих мест без ущерба для функций. Это дало бы экономию около 3,4 миллиарда евро в год. Особенно заметно, что отдача от этого огромного бюджетного аппарата оставляет желать лучшего, ведь население страны остается стабильным, около 83-84 миллионов человек. То есть расходы увеличиваются, а людей, на которых работает эта система, не становится больше.
А дальше неожиданная новость. Швейцарский производитель солнечных панелей Meyer Burger закрыл свои 2 завода в Германии. Производство на объектах в Саксонии и Саксонии-Анхальт остановлено с 1 сентября. Ранее в этих местах насчитывалось, внимание, 620 сотрудников. Большинство из них теперь завершили работу. Компания пытается найти инвесторов, чтобы сохранить оба предприятия, но усилия не принесли результата. В США производство также приостановлено, завод в Аризоне закрыт, а сотрудникам объявлено об увольнении. Сейчас Meyer Burger находится в сложной финансовой ситуации из-за сильной конкуренции со стороны производителей из Азии и высокой себестоимости. Компания ведет переговоры с кредиторами и реструктуризирует бизнес. В Соединенных Штатах Америки она параллельно подала заявление по процедуре банкротства Chapter 11, чтобы получить защиту и время на перестройку. Эти события усиливают обеспокоенность среди работников и инвесторов. Финансовая нестабильность и закрытие ключевых объектов создают вызов для будущего компании. И еще одна новость в Германии, которая вызывает обсуждение. Глава профсоюза полиции раскритиковал политику по усилению контроля на границе. Он сказал, что даже если поставить 1000 дополнительных полицейских отрядов, люди все равно будут приезжать. Проблема, по его мнению, лежит глубже. Мигранты продолжают приезжать, потому что получают поддержку эквиваленту полугодовой зарплате в своей стране. Говоря иначе, идея усилить только физический контроль не решает сути вопроса. Привлекательность страны для мигрантов. Даже при всевозможном усилении охраны границ люди будут ехать, если система остается для них выгодной. А теперь интересная новость. В компании Nestlé произошла уже 2-я замена гендиректора за последний год. И это серьезно встревожило инвесторов. Французский топ-менеджер Лоран Фрейкс, занимавший должность менее года, был уволен после того, как выяснилось о его скрытых романтических отношениях с подчиненной. Это нарушение кодекса поведения компании. Его заметил Филипп Навральтел, швейцарский руководитель, до этого возглавлявший бренд Nespresso. Он давно работает в Nestlé, начиная с 2001 года, и ранее занимал различные должности в сфере кофе и напитков. Новый CEO получил задачу стабилизировать компанию, вернуть доверие инвесторов и ускорить рост эффективности. Пока что акции Nestlé упали примерно на 17% за время руководства Фрейкса. И еще около 2% в момент его увольнения. Аналитики выражают обеспокоенность тем, что компания вновь выбрала кандидата из числа своих, а не провела внешний конкурс. Такой подход может замедлить стратегические перемены. Ситуация выглядит непростой, постоянные изменения руководства усиливают осуществление неопределенности. Перед Навратилом стоит задача вернуть доверие рынка и объяснить, как Nestlé намерена развиваться дальше. И еще одна важная новость в Германии. В Германии доля людей, работающих не полный рабочий день, это частично занятые, достигла рекордного уровня. По данным Института по исследованию рынка труда, во втором квартале 2025 года это составило 40,1%. Это новый абсолютный максимум. Всего около 17 миллионов человек трудятся в режиме частичной занятости, на 1,3% больше, чем годом ранее. Количество работающих на полную ставку при этом уменьшилось на 0,7% до 25,35 миллионов. Особенно примечательно, что люди, работающие неполное время, сейчас проводят на работе больше времени, чем раньше. Средняя продолжительность их рабочей недели 18,6 часов. Это максимум за всю историю наблюдений. Одной из причин роста доли частично занятых аналитики называют расширение отрасли, где она распространена, таких как уход за больными, дошкольное воспитание, образование. Эти сферы активно растут и привлекают все больше работников в форме неполной занятости. Эксперты отмечают интересный парадокс. Доля частичной занятости растет, но за счет увеличения количества занятых и роста продолжительности их недельной занятости общее рабочее время не снижается, а даже возрастает. И это еще не все. В Европе планы по расширению ветроэнергетики отклоняются от ожидаемых. В 2024 году было установлено около 15 гигаватт новых мощностей. Из них примерно 13 гигаватт на суше и 2,3 гигаватта на море. Это значительно меньше, чем нужно для достижения климатических целей. Европейский Союз нацелился, напомню, устанавливать по 30 гигаватт новых ветровых установок ежегодно, чтобы к 2030 году обеспечить примерно 34% энергопотребления
энергопотребления за счет возобновляемых источников. Однако текущий темп не соответствует этой задаче, строится примерно вдвое меньше необходимых объектов. Проблема заключается в трех основных тормозах. Во-первых, многие страны еще не применяют новые правила по ускоренному получению разрешения на строительство. Германия, как пример, за 1 год одобрила рекордные 15 гигаватт новых установок, результат к которому следует стремиться. Во-вторых, подключение объектов к электрическим сетям откладывается, сотни гигаватт ожидают линий и трансформаторных мощностей. В-третьих, сама европейская экономика переходит на электричество медленно. Электрификация в транспорте, отоплении, промышленности идет слишком вяло, и спрос на зеленую энергию не растет так быстро, как нужно. Если не преодолеть вот эти вот препятствия, обновление энергетической инфраструктуры может задержаться, и цель по обеспечению энергетической независимости и климатической нейтральности окажется под угрозой. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.